Робот-исследователь — это одна из крутейших моделей, которые попались мне в этом году. Простенький, маленький, но все равно прикольный. Но от прогрессивного футуризма переберемся в дремучие времена, когда планетой правили динозавры. Вот он, набор для крутых пацанов. Потому что динозавры — это круто. Огромные ящеры с зубами, когтями и кучей всего самого крутого. Не случайно же даже в наше время существует немало сериалов и фильмов, где образы этих величественных созданий используются в качестве основы для создания костюмов, экзоскелетов и роботов. А тут, как обычно для Creator, их аж целых 3. Тираннозавр, что замечательно с обглоданными костями. Смотрите, какая у него челюсть крутая. А еще птеродактиль и трицератопс. Погодите, помнится, в инструкции к этому роботу-исследователю было указано, что в этом наборе 4 модели. Где диплодок? Я со всех сторон осмотрел, нет его тут. Остается надеяться, что инструкцию для него хотя бы положили. Самое прикольное, что тут для масштаба указали деталь зубов. Чтобы вы сразу поняли, что мы тут не шутки шутим, зубастые динозавры суровые и все такое. Ну да ладно, посмотрим, что там внутри этой коробочки. Я прям ощущаю себя настоящим археологом. Сейчас мне привезут кучу костей динозавров, и мне придется по ним восстанавливать образ какого-нибудь динозавра. А внутри у нас всего-то 3 небольших пакетика с деталями и 3 инструкции. У птеродактиля даже обложки задней нет. У трицератопса только острова всякие. А у тираннозавра в качестве рекламы этот же самый набор. Но с диплодоком. Где же моя инструкция диплодока? Но я, как все люди, полез в интернет с этим вопросом. И знаете что? А инструкция с моделью диплодока есть только в электронном виде. Видимо, напечатать еще одну инструкцию — это непозволительная роскошь. Деталей тут немного, но они хорошие. Зеленый цвет представлен во всех основных типах деталей. Блоки и плитки, уголки и прочее. А вот темно-зеленые детали порадовали наличием 4 крепежей для крупных шарниров. Приятно встречать такие детали в других цветах. Бежевые в основном представлены как соединительные блоки, но также неплохой набор, как и серые. В целом набор деталей хорош для начинающих и представляет большое разнообразие деталей, пусть и часто попадающихся. Этим и приятен Creator. Как бы то ни было, пришла пора собрать первую модель и восстановить одного из ушедших давным-давно динозавров. Сурового тираннозавра. Да, вот эта модель для тех, кто любит жестокость и мясо. Настоящий тираннозавр. Крутой, здоровенный. Но на самом деле не такой уж и здоровенный и не особо крутой. Но во всяком случае похож и довольно неплох. Надо признать, модель простовата, но при этом все нужные элементы сохранены. Общие формы, движения, большая зубастая пасть, все похоже на то, что мы видим в фильмах. При этом вся конструкция разделена на отдельные сегменты. Прежде всего голова. В сравнении с остальным телом она крупная, как и должно быть. При этом имеется еще и мощная челюсть с кучей зубов, что отлично смотрится. Она крепится к шее шарниром, а та в свою очередь сегментарным креплением к телу. Вся конструкция шеи видна даже в собранном виде. Тело же по большей части представляет собой блоки и плитки. И несколько скосов, чтобы тело не было совсем уж угловатым. Передние лапы предельно простые, и их устройство сразу же понятно. Стоит только взглянуть. Шарнир, коготки, но опять же все по размеру. Ноги на больших шарнирах с необходимым изгибом, а стопы на болт-джойнтах. Несмотря на то, что коленный сустав тут зафиксирован и не двигается, все равно движением это не мешает. Динозавр все равно может передвигаться нормально. Ну и в завершении хвост.
Он поделен на 3 сегмента, каждый меньше предыдущего, и тут опять же все это прекрасно видно, как это собрано. Ну и еще тут есть ребрышки, обглоданные, что неплохо, потому что и смотрится норм, и детали полезные. Так что основная модель крута и похожа. И как я люблю говорить, это прекрасная демонстрация возможностей Лего. Не нужно сложных конструкций, чтобы сделать модель узнаваемой. Главное, чтобы она была яркая и симпатичная. А этот динозавр определенно крут. Я уже понял, что не зря взял этот набор. Но для порядка рассмотрим и остальные модели. И следующим соберем Трицератопса, потому что он тоже крут. Крут, хотя мало. Разумеется, эта модель меньше, потому что все модели, кроме основной, меньше. А Птеродактиль, наверное, будет еще проще. Но мне приятно видеть этого Трицератопса. У меня в детстве была игрушка именно такого размера, так что своего рода ностальгия. Всегда приятно, когда тебе вот так вот неожиданно напоминают о чем-то хорошем. Но в остальном модель предельно простая. В основе тут мощное тело, крепко сделано, так что это хорошая основа. Ножки немного различаются, но сами по себе простенькие. Подвижностью не славятся, но и сам ящер не особо подвижный был, так что это не беда. Хвост из 2 сегментов, оба на шарнирах. А вот голова сделана достаточно интересно. Нет рта, но зато хорошо сделан гребень. Его можно немного поворачивать, ведь он на сегментарных крепежах, но в этом нет необходимости. В остальном все на месте, рога, глаза. Так что получилась достойная альтернативная модель. К тому же такую модель можно собрать и из другого цвета, и деталей потребуется немного. Так что тут только плюсы. Да и если будет желание, можно его всяко улучшать на свой вкус. Не часто бывает, чтобы в Креаторе все модели были хорошими. А тут он даже в сравнении с тираннозавром подходящего размера. Так что пока все отлично. Давайте взглянем уже и на Птеродактиля. Модель должна быть самая маленькая, но вдруг нас в этот раз удивят. И в общем-то удивил. Деталей тут может используется и меньше, но зато самые крупные. Я бы не сказал, что модель плохая, но по сравнению с предыдущими она выглядит не такой внушительной. Да, размеры приятно удивили, размах крыльев хорош, но особых искусов в конструкции тут нет. Тем не менее, взглянем на все это поближе. Тело в этот раз вообще ничем не выделяется. Все здесь сделано только для того, чтобы можно было крепить конечности, а из деталей, создающих какие-то формы, только пара скосов в основании и большой скос на спине. Лапы сделаны простовато, но интересно сделаны когти. Цепляются на уже привычные болл-джойнты. Хвост вообще предельно мал, на шарнире. Крылья – это просто цепь сегментов с разными угловыми деталями. Строение предельно простое, так что отметить тут нечего. Жаль, что их никак не получится сложить. А вот голова действительно хорошо сделана, пусть и простовато. Можно сказать, что именно голова делает из этой модели не просто птицу, а именно Птеродактиля. Так что кроме головы похвалить-то особо нечего, все уж слишком просто сделано. Я, конечно, люблю простые модели, но это уж слишком. Особых поз, кроме полета, не выйдет. Конечно, его можно поставить в такие позы, но они не будут интересно выглядеть. Так что это просто альтернативная модель. Но она не добавляет интереса набору. Но может быть, Диплодок все исправит, благо его инструкция есть на официальном сайте. Так что собрать эту несложную модельку все же можно. Потому что все любят Диплодоков. Его надо обязательно рассмотреть. Правда, уже доказали, что диплодоки не держали шею вертикально. Это другой вид, но образ диплодоков уже закрепился именно с таким изображением. Хотя и в правильное положение его поставить тоже можно, так что это не критично. Да и строение у него вообще простое, хотя
размеры приличные. По сути, все его тело похоже на трицератопса, да и строение ног и способ их крепления тоже. Так что в общем, все похоже, но оно тут к месту. Хвост из двух сегментов, крупного и мелкого. Шея также из двух отзеркаленных сегментов. А голова предельно упрощена, хотя под стать размером. Да и вообще, ради справедливости надо сказать, что все модели в наборе вышли крупненькими. Так что это весомый плюс. Понятно, что четвертую модель не добавили в набор, потому что она по сути похожа на предыдущие. Но все равно не все догадаются поискать в интернете, учитывая, что в самом наборе о диплодоке не указано, а только в другом наборе. Странно. Но в целом набор хороший, он дешевый и вроде бы деталей в нем не так много, но из него получается приличного размера модельки, особенно основная. Так что набор рекомендуется всем любителям динозавров, ну и просто неплохих моделек. Ну а у меня на сегодня все. Всем спасибо за внимание, всем удачи и пока.